Когда речь заходит о Китае, большинство туристов выбирает Шанхай, Пекин, остров Хайнань или соседние Гонконг и Макао. Но есть еще один китайский мегаполис, куда каждый год приезжают миллионы предпринимателей, студентов и бизнесменов со всего мира. А вот иностранные туристы почему-то обходят его стороной. Я летела сюда без особых ожиданий, но уже через пару часов после приезда случайно попала на съемки китайской дорамы со знаменитым актером. И это было только начало. Сегодня мы изучим легендарный рынок люксовых подделок, найдем секретное место с лучшим видом на символ города, выясним, как бесплатно учиться в китайском университете и правда ли здесь так безопасно, как утверждают блогеры. Всем привет! Вы на канале Путешествия гедонистов. И мы находимся в Китае, в городе Гуанчжоу. Вместе со мной моя подруга Юля, эксперт по Китаю. Ниха. Юль, я вообще слышала, что в Гуанчжоу приезжают ради шопинга. Это исторический торговый город, ему больше 2000 лет. Все верно. Здесь очень популярен рынок реплик. То есть все едут за дизайнерскими репликами сумок, одежды, обуви, посуды и многого-многого другого. И здесь также находятся вот эти вот заводы, которые это все производят, и в том числе и рынки, где представители этих заводов сидят и продают товары, за которыми все так охотно едут в Гуанчжоу. И пока мы морально готовимся к люксовому великолепию, не мешало бы набраться сил с помощью вкусняшек. Так что первым делом мы направились в торговые ряды странных китайских снеков. Это фрукты и ягоды в глазури. Смотрите, какая красота. Кальмарная лавка. Сесе. Сушеный кальмар. Соленый. Красные тут есть. Под пиво отлично пойдет. Тебе еще дают. А нас продолжают угощать. Сеся. Сейчас закормят. Курочка. Решила взять на пробу лапку, куриный пупок и 3 яйца перепелиных в разных маринадах. Оставим эти прекрасные деликатесы на вечер, а сами давайте прогуляемся до места, где раньше располагался главный торговый хаб между Китаем и Европой. Мы на острове Шамьен. Район необычный для Китая, потому что везде вокруг нас здания в европейском стиле. А как так получилось? Интересно. С середины 19 века по середину 20-го здесь были расположены британские и французские концессии, представительства иностранных государств. А сейчас уже, конечно, всего этого нет. Остались только красивые здания в европейском стиле. Но одно европейское государство здесь еще присутствует. В этом районе расположено здание Генконсульства Польши. Здание бывшего советского консульства такое несколько брутальное, из красного кирпича. На заборе колючие колья, не перелезешь. Интересно, что примерно 15% от этих исторических зданий сейчас законсервированы из-за их дипломатического статуса, либо из-за технических ограничений. Остальное отдано под государственное ведомство Китая, коммерцию и туризм. А это, пожалуй, самый знаменитый Starbucks в городе. И тематика у этого Старбакса Гарри Поттерная. Смотрите, сова. Хогвартс Экспресс. Очередь для того, чтобы сделать фотографии. Это самый необычный Starbucks, где я когда-либо бывала. Посмотрим, куда меня определит шляпа. Говорит, что пока мне суждено быть самозанятой. Портреты, портреты, портреты. И среди них затесался Иван Грозный. Как думаете, на каком факультете он учился? На 2-м этаже гостиные факультетов. Камин, 2 кресла, все так уютно. Внезапно оказался Паша здесь, хотя я тут с Юлей гуляла. Паш, как ты тут оказался? Подождите, я что, попала во временную петлю? Надо срочно проверить, что изменилось снаружи. А здесь уже лето. Народ вовсю устраивает свадебные фотосессии. Перекрыли центральную часть, идет съемочный процесс. Что там за актер? Надо подойти поближе. Это же съемки настоящей дорамы. Чем ближе к съемочной площадке, тем больше зевак. Ух ты, это же знаменитый китайский актер Уильям Чан. И снимается он с очень красивой актрисой Элейн Джун.
Совпадение или нет, но именно Уильям Чан сыграл в сериале «Петля времени», где его герой, прокатившись на лифте, переносится в будущее. И шлангой их поливают, да, прекрасно. Сейчас ветерочек подует. Они не целуются на самом деле. Они делают вид, что целуются. Это ковидное ограничение все еще тут действует. Все. Ой, бедная, она замерзла. Ух ты. Каково быть селебрити? Жесть. Блогером быть гораздо лучше, когда тебя знает меньше людей. Ну что ж, если лифт смог отправить героя Уильяма Чана в будущее, может, теперь он поможет и мне вернуться в свое время? Так, контрольный тест. Если за этой дверью окажется Юля, значит, я вернулась. Фух, сработало! Заходим, и нас сразу встречает мини-кухня и Юля. Так, что у нас тут сразу попадается на глаза? Это гостиная зона с телевизором и очень-очень высоким потолком. А почему он такой высокий? Потому что апартаменты у нас двухуровневые. Санузел номер 1, умывальник, душевая кабина и унитаз и стиралка. В принципе, если вы любите, когда на вас смотрят, можно так раздвинуть штору, сидеть на унитазе, а жители Гуанчжоу будут вас лицезреть такого прекрасного и великолепного. Спальня номер 1. Это моя спальня. Есть шкафы, кондиционер и вот это мне особенно нравится, рабочий стол. Но самое, что прикольное, нечто вроде подоконника, он сделан как такая сидячая зона. Поставить сюда шампанское, фруктики и вот так с подруженькой сидеть и перемывать косточки всем друзьям и коллегам. Именно этим мы и займемся. Берегитесь. Давайте прогуляемся на 2-й этаж. Столик небольшой. Маленькая комната для тех, кто плохо себя ведет. Вот тот, кто наказан, он будет сидеть здесь. Вид на гостиную. Санузел номер 2. Небольшой умывальник, зеркало, унитаз и душевая вот такая кабина, просторная. И тоже, если вы эксгибиционист, можете стоять здесь, мыться на радость всем китайцам. И спальня номер 2. Юля сказала, я буду спать наверху, ходить у тебя над головой, да, пожалуйста, я не против. На экране стоимость суток. Классные апартаменты. Мы дошли до Бейджинг-Луэ, или улица Бейджинг, улица Пекин. Место, куда должен прийти каждый турист. Тут много едалин, сувенирных магазинов, буддийский храм. Место очень красивое, просто до безумия красивое. Ну и, конечно, здесь перед храмом куча туристов и фотографов, которые за денежку предлагают сделать ваше фото. А вообще это храм Большого Будды. Буддисты молятся. Ну, в такой обстановке молиться непросто. Вот мы вышли на пешеходную часть улицы, и чем дальше, тем людей больше. Спасите меня кто-нибудь от всех этих толп. Вот там стоит Юля и высматривает меня, ищет, потеряла. О, вас заметили? Ты сливаешься с толпой. Мне с Юлей очень легко, потому что Юля высокая, светловолосая. Я ее сразу вижу. Даже если ухожу куда-то далеко, я знаю, где Юля. Юлю видно. Если вы видите, где много китайцев фотографируют кого-то, это, скорее всего, меня. Ну, а я маленькая, низенькая, темноволосая. Не сильно отличаюсь от китайцев, только вот Насяра здоровый. Свернули на другую улочку. Народу здесь чуть поменьше. Фонарики красивые. Симпатично. И отовсюду пахнет едой. Такое мне нравится. На ужин мы пошли в супер популярное место среди китайской молодежи. Это японская сеть недорогих суши-конвейеров. Я, как всегда, заказала себе всякого разного. Тунцы ко мне пришли. Креветки. И это только малая часть моего заказа. Сегодня меня ждет гастрономический разврат. Настал момент дегустации китайских деликатесов. Это куриная лапка, которая когда-то бегала. Может быть, это лапка петуха. Попробуем. О, какая лапка. Ну, пахнет копченостями. Попробуем.
Это кожа, что-то похожее на хрящики. А хрящики я люблю. Коллаген. Очень полезно. Есть даже куриный ноготь, но его я осилить не могу. Вкус мне нравится. Зачет. Давайте теперь перейдем к куриному пупочку. Мне кажется, под видом пупка можно продать все, что угодно. Любые части курицы, которые не смогли продать за день. Вот что это? Какие-то куски. Куски курицы с хрящами. Ничего необычного. Но прикольно хрустит на зубах. На очереди 3 перепелиных яичка. Это острое, остальные не острые. Начнем с самой жести. Черное перепелиное стальное яйцо. Почти нет белка. Желток занимает большую часть. Сварен, очень сильно вкрутую. На вкус оно соленое. Яйцо обыкновенное, оригинальное. Консистенция мягче, чем у черного. Вкус как какое-то такое замаринованное перепелиное яйцо. Немножко солоноватое. И, наконец, гвоздь программы – самое острое яйцо. Для меня это чуть-чуть островатое. И по вкусу не сильно отличается от предыдущего. Просто снаружи добавили вот эту перцовую пасту. Подведем итоги. Мой фаворит – островатое яйцо. Просто потому, что я люблю острое. А куриные конечности, пупочности, они подойдут как такая простая закуска к пиву. Пока нормальные люди после насыщенного дня просто ложатся спать, travel-блогер в компании с бьюти-блогером тестирует корейские новинки. Спойлер, после этой процедуры я снова стала похожа на человека. Прекрасно выспалась на этой кроватке. И вдруг с утра начался какой-то шум. Под нашими окнами школа, и дети делают зарядку. Хоба, они поползли. На государственном уровне детей заставляют делать зарядку, быть в форме. А потом эти же люди в старости будут заниматься тайчи, делать упражнения или просто танцевать в парках. И жить долго-долго, сохраняя бодрость тела и духа. И строем все побежали. Это младшая школа и весьма хорошая. Смотрите, у них там на крыше какие-то грядки. Видимо, учат детей ухаживать за растениями на случай каких-то неблагоприятных событий. Вся крыша занята под посадки. Ну что ж, пора выбираться из нашего логова в поисках завтрака. Город уже проснулся, у кого-то праздничные мероприятия в разгаре, где-то вовсю идет торговля, а где-то в машину грузят огромные рекламные конструкции, чтобы торговля шла еще лучше. Похоже, единственное, на что здесь действительно делают паузу, это еда. Да и то ненадолго. Быстро съел лапшу и снова за работу. А мы никуда не спешим, так что самое время разобраться, чем вообще завтракают в Гуанчжоу. Юля показала мне сеть кунг-фу. Это недорогие такие едальни с завтраками. Вот это мой завтрак за почти 11 юаней, меньше 150 рублей. У Юли кашка за 70 рублей. Если у вас проблема с желудком, вы не можете привыкнуть к местной еде, то вот эта каша – это просто лучшее, что можно придумать. А теперь давайте прогуляемся до метро по району с необычной малоэтажной застройкой. Красивые дома. И здесь просто живут люди. Это не какая-то туристическая локация. В Гуанчжоу используем вот такие монетки, жетончики, которые надо покупать в автомате. Ждем поезд метро, и вот заметили такую любопытную деталь. Китайцы для комфорта пассажиров сделали разную температуру в разных вагонах. Хотите ехать в тепле, вам нужно держаться первого и последнего вагона. А если любите прохладу, то выбирайте вагон посередине. Провинция Гуандун, где находится Гуанчжоу, это промышленно развитый регион. Здесь текстильная, кожевенная промышленность. Также много работают со стеклом. А там, где развитая промышленность, есть и развитая торговля. Идем на то самое известное лобное место. Это рынок подделок, в частности. Конечно же, там можно купить и no-name, различные бренды хорошего качества. Но в основном, конечно, туда приезжают за подделками. Подделки есть разных уровней, от самого
самого плохого до самого лучшего, которое практически не отличишь от оригинала, если разбираешься. Здесь просто несколько этажей грандиозного шопинга реплик. Ребята, я в шоке. Для тех, кто хочет казаться богатым, открываются новые возможности. Очень большой выбор. И в среднем получается где-то раз в 10 дешевле, чем оригинал. Покупаешь очки, у тебя тут и фирменная упаковка, все есть. От оригинала не отличить. Офигеть. Как вам очечи? Напишите в комментариях. Шанель 2,55. Куча вариантов. Но то, что стоит на витрине, это не самое лучшее качество. Вот то качество, которое неотличимо от оригинала, нужно просить, и вам тогда принесут. И вам либо высылают это в отель, либо доставляют сюда, вы забираете, смотрите. Кашемировые шарфики. Здесь вам и напишут, что все made in France. Платочек Лора Пьяно. Made in Italy. Но мы-то знаем, где все сделано. Твое лицо, когда накупил оригинала, а потом узнал о существовании рынка подделок в Гуанчжоу. Это просто мекка шопингового разврата. Ну, да, я не знаю как, но, по-моему, в России уже давно все блогеры наши закупаются не оригиналами, как мне кажется. Вот оно что. Не верьте блогерам. Это все копии ювелирных изделий супер дорогих брендов. А на эти серьги можно ловить рыбу. Хорошая блесна. Как вы относитесь к тому, чтобы носить в ушах логотип компании? Я вот этого не понимаю. Они же мне не платят за то, чтобы я носила. Знаете, после всего увиденного, люди, которые ходят обвешанные брендами, теперь вызывают у меня подозрения. Дай 5. Магазин шелковых пижам. И шелк очень хорошего качества. Вот такой комплектик стоит 230 юаней. Луи Виттон. Ну, понятное дело, что на витрину они ставят без бренда, чтобы представители бренда не возбудились. Это самое лучшее качество. Продавщицу палить не буду. Замок закрывается, открывается легко. Видишь, мягкий канвас. 650 юаней. 7 тысяч рублей. Вот за такую сумку Луи Виттон. Нужно хорошее качество, будет вам хорошее качество. В целом, если магазин продает только один бренд, чаще всего просто это у них фокусное более производство, и они сами представители либо завода, либо сам завод. Потому что перекуп, они чаще всего берут разные бренды, и в магазине в своем продают разные. Магазин китайского завода Гуччи. Ну, реплик Гуччи. У каждой сумки есть свой код. Ну, те, кто когда-то носил оригинал. Сумки дорогие, оригинальные, то знаешь, что каждая сумка определяется по коду. Есть приложение, проходишь эти приложения, сканируешь, он тебе определяет модель, код сумки, партию, серию, высокое качество, один в один, то есть у него определился даже код. Сама кожа из Италии. И сколько такая стоит? Такая Dior. стоит около 1300 юаней. 15 тысяч рублей где-то так. Да, 15-16 тысяч рублей. Есть даже реплики дорогой посуды от Hermès и прочих дорогущих брендов. Не знаю, что бы на этом рынке я делала без Юли. Тут без специалиста очень сложно разобраться. Видя то, насколько качественными бывают некоторые подделки, меня теперь начинают терзать смутные сомнения. А что, если недобросовестные сотрудники бутиков, где продают оригинал, не заказывают где-нибудь вот на рынке Гуанчжоу хорошую качественную подделку и не выставляют ее на прилавок, чтобы забрать себе оригинал и перепродать где-нибудь там на eBay или еще где-то. Меня спалили, пора уходить отсюда. Идем в следующий торговый центр. В общем, вот тут вот огромные рынки всего. Вот эта улица, вот вам кажется, что вот вроде ничего так взрачного, но если вы зайдете внутрь какого-либо из этих зданий, вы просто потеряетесь, потому что там столько разных маленьких бутиков и продается, ну, что угодно, связанное с текстилем, с кожей, в том числе часы, разные аксессуары, чемоданы даже. В общем, тут есть все. Гуанчжоуский садовод.
Снова спалилась. Уходим. Сзади меня народ там упаковывает товар для отправки в другие страны. Помимо самих рынков, здесь есть еще отдельная карго-улица, где находятся офисы транспортных компаний. Таким образом, байеры закупаются на рынках и потом сразу отправляют это по всему миру. Очень удобно. Затариваются на этих рынках представители всех национальностей. Мы здесь видели и африканцев, и саудитов, и ребят из других арабских стран, и русских, и корейцев. Так что, если вам будет казаться, что ой, все вокруг ходят в брендах, что, неужели они такие богатые? Да нет, они просто знают, где затариваться. Удивление нас не покидало даже в обычном торговом центре. Зашли на этаж премиальной косметики. Кое-чем закупились, а потом увидели это. Юль, тут что-то интересное происходит. Здесь интересная история. Каждый клиент при покупке вот такого вот набора уходовой косметики, его коробочка хранится вот здесь, вот там она прописаны имена каждой. И вот эти клиентки могут приходить каждую неделю и делать вот эти процедуры бесплатно. Такой а-ля спа. Вот буквально сейчас девушка как раз-таки этим занимается. Вся процедура, как я вижу, занимает 40 минут. То есть каждую неделю 40 минут ты здесь получаешь такое вот удовольствие. Рюкзаки косметикой наполнили, погнали дальше. Принесли супчик, но в Китае к супчику рис не прилагается. Попробуем. Такой легкий суп, не нажористый. Я бы не сказала, что он корейский. Ну, кимчи не такой уж острый. Я ожидала больше. Он больше сладкий. Заворачиваем и едим. Мясо хорошее, мне нравится. Я просто возьму кусок, он правильной прожарки, немножко специи и вперед. Может, еще порцию мяса? Ты же лопнешь, деточка. А ты налей и отойди. У меня тут стена, уже некуда отходить. Наступил вечер, и мы решили посмотреть на символ города вживую. Перед нами Кантонская башня. Можно, конечно, на нее подняться, именно так и делает большинство туристов и практически все тревел-блогеры. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, зачем повторять чужие маршруты? Так что записывайте секретное место. Это бар под названием Too High на 107 этаже роскошного отеля Rosewood. А какой вид на башню? Всего лишь по цене напитка. Началось лазерное шоу. Нет, это не потому, что мы выпили много пива. А так это шоу выглядит с улицы. Через час бар заполнился, и начала играть живая музыка. В общем, вечер удался. А ночью мы пошли искать массаж. Плутаем с Юлей по торговому центру, половина заведений закрыта, и наткнулись на курсы английского. Speech English. Вот за английским точно нужно сюда. Спа нашли. Мы уже выбрали массаж. Фуд-массаж плюс боди-массаж за 218 юаней. Нас спросили, из какой мы страны, из России. Мне сказали, что я не похожа на русскую, что я похожа на кореянку. Вы видели мое лицо? Вот. Насколько я похожа на кореянку. Вот с таким носом. Мы сегодня находили 16 тысяч шагов. Ноги дико устали. О, кайф. Юля все переводит, что говорят по-китайски. А я ничего не понимаю, и я такая-то мило улыбаюсь и поддакиваю. Меня спрашивают, окей? Но я терплю. Там нажимали на специальные точки, и я немножко страдала. Но это то, что мне нужно. Мы переоблачились вот в такие розовые классные костюмчики. Меня тут хорошо помяли, а еще положили горячие камни. Хорошо.
Прогревает. Ох, камера шатается. Прекрасно провели время, мы кайфанули, нас помяли, и нам просто хорошо. Спину не будем показывать красные от того, как нас мяли. И от горячих камней тоже кругляшки такие, шайбочки остались. Рекомендуем. Мы приехали на чайный рынок на станции метро Ши-Вэйтан. Рынок этот не туристический, он рассчитан чисто на китайцев. Мы с Юлей купим самые вкусные, самые ароматные сорта для наших родных и близких. Вся улица в чайных лавках. Гигантский выбор. Продают не только в розницу, но и оптом. Можно купить и сразу заказать карго. Привезут в любую страну мира. С перевозкой чая есть свои нюансы, поэтому не все карго берутся за такие заказы, но на этом рынке вам порекомендуют нужную компанию, которая все сделает в лучшем виде. Специальная машина фасует в пакетики, и вот получаются такие маленькие упаковочки. Чай спрессован, чтобы больше поместилось в одну коробку. Жаль, что камера не передает ароматы, они здесь просто божественные. Такой правильный чай. Нас любезно позвали внутрь и сейчас угостят чайком. Нихао. О, все по науке, по фэншую. Это Лонг Цин, это колодец дракона. Ароматный, должен быть вкусный. Это 对，你们是一斤买的还是怎么样？ Продают минимум полкило. Чашечки. Первую заварку сливают, промывают ею чашки. Ну, вторая заварка пошла. А вот это мы уже можем пить. Ну, это похоже на винные дегустации. Сначала мы ощущаем ароматику, потом вкус. Здесь с каждой заваркой раскрывается по-разному вкус. Обычно самый глубокий вкус в третьей заварке идет. Третья, четвертая. Ну, это Потом третья. идет на уменьшение. Таким образом, мы попробовали 6 сортов чая, 4 из которых аж в 3 вариантах. Самый дешевый, средний ценовой сегмент и дорогой. Самый дорогой сорт. О, Он более ароматный, чуть-чуть даже сладковатый. я бы даже сказала, он сильно ароматный. 这个会 Вкус мягче. Вот это вот прям мое. Фэйчанхао. Почему такая разница в цене? Все зависит от того, где собирается чай, из какой части куста и как оно обрабатывается. Чем выше растут листья на дереве, тем они лучше по качеству. Созревшие получают больше солнца и они вкуснее. Мы очень хорошо затарились чаем, каждая из нас взяла по 4 сорта. А когда через несколько месяцев я сюда привела мужа, хозяева нас вообще накормили обедом. Чайная дегустация – это обязательная вещь, которую вы должны попробовать в Китае. Услада для носов и вкусовых сосочков. Подарили матрешек. Какое счастливое лицо! Наступило обеденное время. Пора искать Чифаньку. Кто тут мяукает? Где он? О, божечки, это котенок маленький. Мяу. А тут, оказывается, еще есть живность. Цыпа. Ее кормят лапшой. Но эта курочка на самом деле не просто так. Это еда свежая. Котика есть не будут. Если что, не переживайте за него. Зашли в мусульманскую чифаньку поесть лапши и мясо. Порция слоновья. Это комбо-обед, 35 юаней. Примерно 400 рублей. Закусон нечто вроде банчана. С пенкой тофу. Попробуем говядину. Тоже отличная. Лапша. Вкусная. Юля заказал себе по классике. Картошка, говядина, рис. Приятного нам аппетита.
Юля привела меня в район, где находится ее университет. Guangdong University of Foreign Studies. Сокращенное название у него Guangwai. Я учила год китайский язык, вернее 8 месяцев, после чего я сдала экзамен HSK на уровень 5. Это практически самый высокий уровень. После этого меня зачислили сюда уже на специальность. Моя специальность была международные отношения и право. Я обучалась на китайском полностью языке с китайцами. Соответственно, здесь жила среди 5 иностранцев, которые здесь жили. Есть такая программа для того, чтобы обучаться в Китае бесплатно по стипендии. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, в каких условиях живут студенты. На территории университета есть вообще все. Магазинчики, комбини, салоны красоты, парикмахерские, кофейня, отделение почты. В принципе, можно и не покидать вот эту закрытую территорию университета. Вот, собственно, в этом общежитии я и жила. 2 крыла у него есть. Одно – это одиночное, где живут по одному в комнате, а второе – на 2 человека. Я жила в одиночной, все условия были, свой туалет, своя душевая, свой балкончик и комнатка небольшая, но все шикарно. А где вы ели? Где вы питались? Студентов было 2 опции. Одна опция – это на территории жилого кампуса. Есть столовые, их несколько. Ты сам можешь выбрать, что ты хочешь. Ты просто накладываешь что-то, то-то и потом оплачиваешь своей студенческой картой. Внутри кампуса ты этой картой можешь оплачивать везде, даже в супермаркете. Есть рядышком улочка, рядом с кампусом, где вот куча различных чифанек, мы их так называли. Чифань – это из китайского переводится как «кушать». Есть не только китайская, есть японская, корейская, итальянская даже. И все это доступно по ценам, потому что здесь все-таки студенческий остров, и цены здесь такие более приятные, чем в городе. Звучит очень классно. Но как все же попасть на бесплатную программу в Китай? Это одна из программ, их несколько разных существует, но моя конкретно была Chinese Governmental Scholarship. Каждый год китайское правительство выделяет какое-то количество стипендий на различные степени. Это бакалавр, это магистратура, это докторантура. И для каждой страны это количество разное. То есть те, кто хочет, вы можете зайти на сайт и почитать про стипендию, какие документы нужны. Эта стипендия покрывает, кроме перелета, вас встречают в аэропорту, вас доставляют до института. Она оплачивает ваше общежитие. И я подавала, тогда можно было заполнить документов, указать, что обучение на английском языке. Но Китай решил по-другому. Они мне предоставили грант на обучение в Китае на китайском языке, то есть магистратуру 3 года на китайском языке, но с условием, что в течение года, а точнее за 8 месяцев, я выучу китайский язык и сдам HSK 5. С нуля? Да. Вот это поворот! Это звучало очень безумно, так и получилось. А как именно у Юли все получилось? Смотрите в полной версии интервью в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. А если вот, допустим, я подала документы, но стипендию не выиграла, есть ли здесь платное обучение, если очень хочется? Конечно. Как и в любом университете, в любой стране за деньги, да. На языковых очень многие обучаются за деньги для того, чтобы иметь возможность здесь жить и заниматься бизнесом. То есть у тебя может быть 10 лет студенческая виза, а ты тут живешь и учишь язык. И на первом уровне все 10 лет. Так и делают многие. Вот наши друзья из Африки, друзья из арабских стран, они так и делают. Для того, чтобы здесь находиться, они уже в совершенстве знают китайский язык, но они его до сих пор учат, платят за обучение, просто потому что это дает им легальный статус нахождения здесь. И это самый, наверное, для них легкий путь, чтобы здесь получить визу и оставаться. А как к иностранцам относятся в китайском университете? Китай очень хорошо. Я себя чувствовала здесь прям в супер безопасности. У меня даже истории на этот счет есть. Был у меня такой случай, что я выходила из магазинчика с подругой, и какой-то китаец, возможно, у него что-то было не в порядке с головой, и он как-то как будто бы провел, скорее всего, пальцем мне по шее, но у меня такое чуть красное осталось, и что-то мне сказала, я не поняла, неразборчиво было. Меня это напугало, и я об этом написала в Вичате в моментах, что вот такая ситуация произошла на панике, на эмоциях. И так как здесь практически все учителя к тебе подключаются в Вичат, ты их добавляешь. Я написала об этом, и буквально, не знаю, через 5 минут мне пишет мой куратор: Юля, что случилось? Расскажи, давай мы сейчас все решим. Сейчас мы вызовем полицию, кто, что. И
И вы не поверите, вот буквально за несколько часов полицейские, потом медсестру пригласили, чтобы она посмотрела, если что-то надо продезинфицировать, наложить. После того, как я написала это заявление, полиция вот нашего кампуса прям нашли на видео этого мальчика, выяснили, что это мальчик не с нашего университета. Они выяснили, с какого он университета. Он полицейский сходил туда. Они поговорили с его учителем, кто это такой, что. То есть с этим мальчиком поговорили. Связались с родителями этого мальчика. Ничего себе! Ему запретили к нам в университет приходить. То есть ему там что-то с ним как-то должны были в его университете решить Санкции этот вопрос. какие-то к нему применить. Да, ну, в общем, полиция максимально все быстро сделала. Это было буквально, в течение 6 часов. В общем, это было круто. Я настолько себя почувствовала в безопасности, что за меня тут беспокоится такое количество людей. Школьники идут из школы домой. Интересно, что у них не школьная форма, а спортивные костюмы. Ищем ресторан, куда нас позвал Юлин друг. Ой, парни, вы меня пугаете. Да девушки тоже. Сколько фотошопа. Ар, я тебя съем. К счастью, нам не сюда. Ресторан в итоге мы нашли, и он оказался роскошным. Картошка запеченная с сыром, зеленью и томатами. Пришли бараньи ребра. Картошка очень вкусная. Ребрышки вообще бомбические, с такими узбекскими, я бы сказала, специями. И нам принесли нечто вроде зеленых щей с говядиной. Вкусный, но неожиданно острый. Первая кожица с утки по-пекински с черной икрой. Прям при нас ее разделывают. Эта кожа, она какая-то невесомая. По текстуре напоминает нечто вроде безе. Такую утку я не пробовала никогда в жизни. Я не знаю, как они ее делают, но это какая-то абсолютная фантастика. В рамках одного ужина мы путешествуем по всему Китаю. Вот это мясо, это из внутренней Монголии. Картошка из Гуандуна. Утка из Пекина. Ну, а суп такой общекитайский. Сейчас наш китайский друг покажет, как надо правильно это делать. Немножко специй, немножко зеленушки, немножко лучка, ну и уточка. А это какая-то желешка, не знаю, что это. Немножко сахара и соуса. Все, дальше мы заворачиваем и наслаждаемся жизнью. Сразу несколько вкусов ты ощущаешь в одном вот этом свертке. И соленое, и немножко такое пикантное, и сладкое. И все сбалансировано. По текстуре тоже безумно приятно. Это, пожалуй, лучшая утка по-пекински, которую я когда-либо пробовала. А на следующий день мы сели в скоростной поезд и бизнес-классом отправились в город будущего. Но об этом в следующем видео.